Границы – это не про наказание. Границы – это объяснение общепринятых правил. Вы когда-нибудь ловили себя на чувстве вины, когда говорили ребенку твердое «нет»? Или, может быть, вы сами до конца не понимаете, почему запрещаете что-то, кроме аргумента «потому что я так сказал». Тема личных границ в семье – это частенько хождение по минному полю между строгостью и принятием. Сегодня мы разложим этот хаос по полочкам. С вами снова Лена, эксперт по детскому развитию из Израиля, магистр Тель-Авивского университета. Вы на моем канале, где мы говорим о том, как растить детей счастливыми и уверенными в себе, опираясь на науку и на мой 20-летний опыт. Не забудьте подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать наши еженедельные разборы. Сегодня мы поговорим с вами о границах. Нужно ли расставлять детям границы? Правильно ли это? Можно ли воспитывать без границ? Может, это вообще нечеловечно и вредно детям? Буду рада, если поделитесь мыслями в комментариях. И, кстати, огромное спасибо всем тем, кто уже это сделал. Ну, а те, кто нет, самое время сделать это сейчас. Лайк, подписка, комментарий. Зададим себе вопросы. Вот вы, как взрослый человек, живете ли без границ? Расставляете ли себе сами границы? А на какие темы? Насколько строги ваши личные границы самому себе? А нарушаете ли вы эти границы? Часто ли? Злитесь ли вы на себя нарушив? Или вам легко ломать границы? А меняете ли вы эти границы временами? А часто ли соблюдаете? Вот такое множество вопросов свидетельствует о сложности темы и неоднозначности, многогранности темы. Да еще и большая разница границы самому себе или же границы другому человеку, а именно своему ребенку, маленькому взрослому, который тоже человек со своими личными особенностями и потребностями. Часто подход, конечно, отличается от родителя к родителю. Одни скажут, что границы обязаны быть во всем и очень строгие. Другие, что ограничивать не нужно и вообще вредно. Все, конечно, зависит от разных факторов. Как воспитывали вас, ваш личный опыт, подход, взгляд на воспитание. И, конечно же, нет однозначного рецепта, инструкции. Вот так вот правильно, а вот так не делайте. Конечно, все индивидуально, внутри одной семьи подход к одному ребенку будет один, к другому совсем другой. Как же все сложно. Не волнуйтесь, я как консультант хотела бы выделить определенные принципы на тему расставления границ, которые, как я считаю, могут направить родителей, помочь им в подходе к воспитанию на эту непростую тему расставления границ ребенку. Итак, границы расставлять важно и нужно, но очень важно делать это с уважением к ребенку. Ребенок должен чувствовать, что к нему относятся с уважением, будь ему полгода, 5 лет, 12 лет, всегда. Ребенку должно быть понятно, что та или иная граница ему поставлена не потому, что родителям просто так хочется, потому что они старше, потому что они сильнее, а потому что есть четкое и понятное объяснение этой границы. А если вы сами себе затрудняетесь дать отчет, почему ставите определенную границу, задумайтесь, нужна ли она вообще вашему ребенку. Нужны ли границы детям? Да, нужны. Они помогают им понять общественные нормы, домашние нормы. Вы говорите ребенку, что у вас дома принято так-то и таким-то образом. Ребенок знает, чего от него ждут. Они сталкиваются с недовольством взрослого, если сделал что-то, не был предупрежден или не получил должное объяснение. Правильно расставленные границы обеспечивают ребенку спокойствие. Он знает, чего от него ждут. Правильно расставленные границы обеспечивают ребенку уверенность в себе. Ребенок чувствует себя равноправным членом семьи, когда может получить объяснение о расставленных ему границах, обсудить их, расширить их, сузить их. Не забывайте, не только взрослый расставляет границы, но и ребенок расставляет границы взрослым. И это здоровое отношение в семье. Например, ребенок не любит, чтобы его обнимали,
поднимали, целовали. Взрослый должен уважать эту границу. Ребенок не хочет доедать еду. Задумайтесь, может, он уже давно сыт. Ребенок хочет прийти домой не в 7 часов вечера. Насколько вы хотите требовать от него прийти в 7 часов? Если четкая причина, которую вы можете объяснить ребенку. Если да, настаивайте на этой границе. Ну, а если вы просто так придумали 7 часов вечера, или так удобнее вам, задумайтесь. Помните, отношения родитель и ребенок – это взаимопонимание, любви, уважения. Это не о том, кто старше и кто сильнее. И еще раз, любому человеку нужны границы, это его потребность. Вопрос, каким образом они расставлены. Поэтому, расставляя ребенку границы, относитесь к этому как к положительному мероприятию, а не как к отрицательному. Не вмешивайте в расставление границ чувство вины. Ну а если вы такие испытываете отрицательные эмоции, сомнения, чувство вины, это вам знак задуматься, а правильно ли вы ставите конкретную границу, не нужно ли в ней что-то поменять. Удачи вам, терпения. Границы – это не про наказание, границы – это объяснение общественных правил. Хорошего дня! Буду рада идеям, новым темам. С вашей точки зрения это может быть полезно. И до скорой встречи!